Всем привет! В этом видео я хочу поговорить немножко о летних операциях, которые я провожу в своем саду. В общем, я не выделяю какого-то особенного времени, когда я это делаю. Я это все делаю просто прогуливаясь по своему саду, когда подхожу к деревцу и осматриваю его, и увижу, что надо что-то сделать, я это беру и делаю. Например, вот это деревцо, это грушка Рикс. Что здесь можно сделать? Здесь все отлично, но в нижней части я вот специально не обрывал для того, чтобы показать. Здесь выросли новые ростки. В этой части они мне не нужны, поэтому я беру легенько их и отламываю. Тогда вся сила роста переходит на верхушку. Так, что здесь можно еще сделать? Вот в этом месте есть вот такая веточка маленькая. Она как бы ложится на вот эту скелетную ветку, и она очень быстро растет. Поэтому я сейчас возьму секатор, и я не буду ее полностью срезать. Я посчитаю здесь несколько листиков. 1, 2, там сзади 3 и вот этот 4. И секатором срежу над вот этой почкой, чтобы она создала плодушечку. Веточка, получается, послабляется, и с вот этой ветки может опять расти ветка. И когда будет 1, 2, 3 листика, надо наблюдать за этой веточкой, чтобы в крайнем случае еще раз прищипнуть. Это надо было сделать раньше, но просто я здесь вот именно на этом деревце я этого не увидел. Возле нее опять есть ветка, которая упирается вот, так скажем, уже тоже в скелетную ветку, и она здесь также мешает. Вот в этом месте нет листиков и нет живых почек, то уже вот в этом месте нет смысла делать прищипку, так как ветка, имея вот такую длину, будет опять расти. Поэтому я ее полностью здесь обрежу. И за лето эта рана более-менее затянется. Но зато вот эта ветка нижняя будет нормально развиваться, и верхняя ветка также будет нормально развиваться, ничего не будет здесь мешать. Сделал опять осмотр и увидел, что в принципе здесь больше делать нечего. Поэтому с этой игрушкой мы заканчиваем. Здесь вот я делал немножко раньше прищипку во время прогулочки. Выросла еще вот такая маленькая веточка. Я могу здесь вот над вторым листиком этой новой выращенной веточки сделать опять прищипку, и до конца лета, возможно, здесь создастся плодовая почка. Если эта ветка опять будет расти, я ее просто обрежу от этой скелетной толстой ветки. Полностью удалю с этого места. Вот эта груша должна быть аббат фетель. И она уже начинает создавать как бы второй ярус самостоятельно. В первом ярусе я же делал прищипку немножко раньше, и выросли вот такие уже по сантиметров 10 веточки. Здесь только вот в этом месте только-только стартует, но боковая ветка ее уже обгоняет. Поэтому эту боковую веточку надо немножко послабить. А вот на что ее послабить, ну, думаю, вот в этом месте я ее послаблю. И получается, что пока здесь вот в этом месте создастся почка, то вот этот росток сюда уже вырастет сантиметров 10. И это уже не сможет догнать. Также и вот с этой веткой получается. Здесь начал расти росточек, но боковая веточка начала уже опережать. Поскольку здесь нет почки или листика в нужном мне направлении, то я обрежу здесь вот аж на такой маленький пенечек. Так, ну и еще одну грушу покажу.
вот такой пример сложный, что же сделать с этой грушей. Когда вот эта уже скелетная ветка, получается, от своего веса и от ветра просто ложится на бок. Что же делать с такой веткой? Значит, я поднимаю эту веточку, так как она должна расти, и ищу нужную мне почку. Вот получается, в этом месте, где мои пальцы, чуть ниже, есть такая почка. Я обрезаю в этом месте. Так, я это сделал. Также есть боковые, которые очень длинные и очень большие, как видите. Эти боковые ветки я укорачиваю еще больше. На вот такие коротыши, сантиметров по 30 где-то будет. Ну и здесь в этом месте, ну где-то вот здесь, наверное, я обрежу. Так, что же делать с вот этой веткой, которая получается наклоненной? А с вот этой веточкой я возьму колышек, забью вот в этом месте и привяжу эту ветку, потому что если сейчас ее не исправить, то груша и будет туда дальше наклоняться, вот эта ветка. Это будет очень плохо. Так, что здесь еще? Вот здесь идет проводник, первый ярус, а у нее в этой ветке есть вот такая веточка, которая растет очень вертикально. Я ее буду полностью вырезать на колечко. Вот так. Я ее вырезаю. С другой стороны у нас ветка пошла в сторону, но у нее где-то 45 градусов, и я думаю, что она мне мешать не будет, поэтому я ее так и оставлю. Но вот эту я также укорочу, потому что она уже выросла, наверное, сантиметров 80, а это очень много. Поэтому мы сейчас ее немножко укорачиваем. Вот это все я обрезаю, чтобы не было такого же, как с той вот веточкой, которая наклонилась. Пока в этом месте будет почка расти и новая ветка, то вот эта скелетная ветка, она усилится. Она немножко станет потолще и полностью одревеснеет. Потому что она сейчас пока что такая наполовину. Так, но получается, что когда я вот эту ветку обрезал, то вот эта боковая, она стала очень длинная. Поэтому я также ее немножко укорочу. Даже я бы сказал не немножко, а наполовину. Потому что она может все-таки перехватить на себя питание. Так, в этом месте, вот третья у меня скелетная ветка опять пошла. Мы ее тоже будем укорачивать. А вот в этом месте у меня есть вот такая веточка. И на ней есть плодовое образование. Поэтому я сейчас пока что обрежу на это плодовое образование, чтобы эта ветка не удлинялась. А потом понаблюдаю за ней. Если будет расти дальше, то обрежу вот в этом месте. Так, ну и также укорачиваю эту длинную ветку на такой же приблизительно высоте, как с той стороны. Можно здесь взять чуть повыше. Здесь не обязательно у нас математическая точность. Ну, где-то вот в этом месте. Вот такую веточку сантиметров 30 тоже обрезаем. Вот в этом месте ветка второго яруса очень сильно росла, и мне пришлось также сделать прищипку. Уже начала расти через 2 недели новая веточка, но пока здесь создавалась вот эта ростовая почка, то ее друзья, то есть веточки из второго яруса, вот какие вымахали.
Поэтому я тоже сейчас их немножко укорочу для соподчинения. Где-то вот в этом месте. Сантиметров 20 я обрежу. Пускай немножко остановится на время, потому что я потом не смогу с ней управиться. Так, здесь также я сделаю вот в этом месте такую прищипку. Так, ну и вот с этой стороны тоже есть вот такая длинная ветка, которая от ветра может начать нагибаться в одну из сторон. Поэтому я тоже ее немножко послаблю. Ищу нужную мне почку. Ну и где-то вот в этом месте я сделал прищипку. Теперь у меня получилась вот такая грушка. И я немножко притормозил ее в росте. Пускай пока что выбивает новые вот эти ростовые почки, а за это время она немножко усилится. Думаю, что вот эту верхушку, центральный проводник, который вымахал уже тоже здесь, наверное, метр точно, я тоже ее немножко здесь укорочу, буквально так, скажем, верхушечку я прищипну, вот так немножко, чтобы тоже остановить, потому что уж больно эта груша имеет большой рост. Это у нас груша Кокосуи, я так думаю, потому что она так покупалась. Так. А дальше я покажу несколько яблонь. Вот это яблоня Legal, которая обновляется и которую после зимних морозов и короеда пришлось срезать вот в этом месте. Здесь выбил росток, который сейчас имеет длину около 20 сантиметров. И он мог бы спокойно расти, но здесь есть несколько веточек, вот, например, вот одна, которые как бы уже начинают конкурировать, они накрывают эту ветку. И с этой стороны есть вот эта ветка, которая тоже может конкурировать. Поэтому я как бы не планировал эту яблоню обрезать и думал оставить все живые ростки, все живые веточки, побеги, чтобы эта яблоня скорее возобновлялась. Но все-таки несколько вот этих веточек надо удалить. А удалю я их тоже на такой сантиметровый пенечек, чтобы там при возможности могла создаться плодовая почка. Так, и также вот с этой стороны. Так, ну, думаю, где-то вот здесь. Тоже оставляю такой небольшой пенечек. Возможно, создастся плодовая. Дальше, именно на вот этой яблоне, которая обновляется, я ничего вот это делать не буду. Никаких летних операций производить не буду. А уже аж следующей весной здесь сделаю полную нужную обрезку. Так что переходим к другому деревцу. Следующее деревцо — это яблоня Ренет Семеренко. У него есть такая особенность в этого деревца, что вот на конце она дает вот такие веники. И здесь, как видите, все концовки заканчиваются такими вениками. И в принципе вот эти веники надо как бы убирать. Если вот посмотреть с этой стороны, то вот эта веточка, она идет вертикально. Она, если утолщится, она в будущем будет здесь мешать и очень затенять другие ветки, как бы скелетные и маленькие веточки. Поэтому лучше сразу здесь сделать такую вот обрезку на такой небольшой пенечек. Плохо фокусируется. Сейчас у нас солнце и вечер, но жара капитальная, в общем, ребята. Так что я даже не знаю, честно говоря, как там видно вот это все, что я снимаю. Надеюсь, что будет все окей. Вот такой пенечек. Так, что же здесь можно сделать еще? Так,
Вот здесь, например, есть у нас яблочко. И здесь тоже у нас такой получается веник. Что можно сделать? Вот эта ветка, она здесь как бы уже мешает конкретно. Поэтому я тоже ее сделаю на пенечек для создания плодовой почки. Если плодовая не создастся, ветку всегда можно весной полностью удалить. Все веточки, вот эти здесь идут веником, я не буду удалять, потому что они кормят вот это яблочко. Если я здесь что-то убираю, сюда будет меньше попадать питательных веществ. Поэтому я вот это все пока что оставляю. Я немножко проредил, удалил то, что полностью мне мешает, остальное все оставляю. Вот здесь, например, вот здесь реально видно, что вот эта веточка, она идет вверх. С нее толка не будет. Поэтому я также ее прищипываю на небольшой такой пенечек. Так, дальше я залез уже почти под дерево. Вот опять-таки, вот эта ветка скелетная первого яруса. И здесь у нас идет вот такая вертикалочка. Значит, эту вертикалочку я тоже прищипываю на такой небольшой пенечек. Плохо фокусируется и ничего не могу с этим сделать. Дальше. Вот этой ветки, вот первоярусно-скелетная, идет вот в этом направлении веточка. Идет. Вот это идет нам удачно. А вот здесь у нас идет развилочка. И ветка пошла как бы сюда. Она уже здесь мешает. Видите, как упирается. Поэтому эту веточку я тоже смотрю, как ее можно удалить. И удаляю тоже вот на такой пенечек. Конечно, некоторые могут сказать, что от таких пеньков сейчас начнутся еще больше веники. Но я этого не боюсь. Потому что я знаю, что можно удалить, а что оставить. Дальше. Здесь у нас все ветки в сторону идут. Выше у нас все ветки в сторону. Дальше все ветки в сторону. И в принципе, ну вот здесь еще есть такая веточка, как бы вверх. Можно тоже сделать вот такую прищипку на пенечек. И вот в этом месте еще такая есть непонятная веточка. Здесь я оставлял, здесь была плодушка в этом месте. Но она не сработала, и с нее начала расти ветка. Поэтому, наверное, сейчас полностью я вот в этом месте ее обрежу. Потому что смотрю, что с нее уже дела не будет. Она как бы растет и вверх, и в сторону, внутрь кроны. Вот такая веточка. Поэтому мы ее выбрасываем. И уже в этом месте немножко освободилась. Так, еще хотел показать. Вот в этом месте есть яблоко. Но из той плодовой сумки ветка пошла вверх. Вот эту веточку я не трогаю. Потому что она кормит вот это яблочко. Поэтому пускай пока растет. Урожай уберем, а весной я ее обрежу. Вот это яблоня Honey Crisp. Вот как она обновилась после зимних морозов. Как помните, она очень засыхала. Вот в этом месте у меня начали выбивать веточки. Вот эти ветки я не буду отламывать и с той стороны. Они нужны для обновления сейчас вот этого деревца. Вот в этом месте есть такая двойная. Вот эту двойную надо удалить. Но не удалить полностью, а удалить вот этого близнеца. И оставить только одну веточку. Пускай она сюда в этом направлении вот растет. Здесь я обрезал две больших ветки. Думал, что с них что-то отобьет. Но пока что ничего нет. Поэтому вот эти веточки, которые здесь отбивает, они здесь для деревца очень нужны для обновления этого дерева. Поэтому мы их не трогаем.
Дальше покажу еще слива Точесан. Она очень пострадала и на данное время даже очень плохо обновляется. Но, что интересно, что выше места прививки выбил вот такой росток. И я сейчас думаю, что же с ним, вот этим всем деревцом сделать. Возможно, обрезать вот в этом месте штамп. И пускай развивается себе новый росток. Он за лето хорошо обновится. И получится новое деревцо. Потому что вот это все, оно как-то, ну, вообще никак. Здесь сухие ветки. Я не знаю, что с этим делать. Поэтому пока что еще подумаю. Мне некуда спешить. Росточек себе растет, пускай растет. Так, ну еще раз покажу персик Red Haven, который очень пострадал и сейчас развивается односторонне. Здесь я вообще никаких операций пока что не произвожу, потому что этому деревцу или кустику или деревцу надо возобновиться. Что с него получится, не знаю, но пока что пускай он растет и набирает свою массу. Еще одно из основных заданий летних операций — это удаление лишней поросли. Вот это растет все внизу, его надо полностью убирать. На сливе также может расти поросль, поэтому мы тоже ее удаляем. Так, ну и еще раз покажу вот эту сливку Dandy Blue. Вот у нее центральный проводник и 3 боковых веточки. Здесь практически нет никаких летних операций. И вообще я погулял по саду, то даже еле-еле нашел несколько экземпляров, на которых можно что-то показать. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Если видео было интересным, то поставьте этот пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну и напоследок вот эта сливка абрикос Черный принц. Почему сливка? Потому что лист у нее как у сливы, но считается черный абрикос. Здесь также нет никаких летних операций. Все, что надо, я уже сделал раньше. Так что на этом у меня все. До следующих видео. Пока-пока.